sur le pont d'Avignon. On y dansait sur le pont d'Avignon. On y dansait tout le temps. Bonjour à tous, Привет, друзья, как дела, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Doucia qui est là pour parler avec nous et échanger sur le système de santé russe. Ça m'a beaucoup été demandé dans les commentaires. C'est un système qui, moi, m'a vachement surpris quand je suis arrivé en Russie et dans le bon sens. Let's go! Друзья, я очень рада оказаться на канале у Чарльза Шарль Рус. Я учила французский, но говорить буду по-русски, потому что я не помню французский. Сегодня мы поговорим о системе здравоохранения. On va faire un système comme ça parce que vous le savez, malheureusement, et j'en suis désolé, je ne parle pas russe. Я не говорю по-русски. Это очень трудно для меня. Doucia не говорю по-французски. So, le système, je vais poser les questions à Doucia en français et elle va me répondre en russe. Il y aura bien sûr dans la description la possibilité dans les réglages de mettre les sous-titres en russe et en français pour avoir tout l'entretien dans sa globalité et comprendre le système de santé russe. Doucia, première question, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le système de santé dans son ensemble en Russie, s'il te plaît? Начнем с того, что у нас бесплатная медицина. Что такое бесплатная медицина? Бесплатная медицина – это значит, что когда человек рождается в Москве, он получает полис, ОМС называется, обязательного медицинского страхования. И с этим полисом он дальше всю жизнь живет и имеет возможность прийти в свою районную поликлинику. В городе их может быть много. И получить любую медицинскую помощь. Помимо этого, у нас есть возможность вызвать скорую помощь. Это тоже бесплатно. Я знаю, что в некоторых странах это стоит денег. Нет, у нас это бесплатно. И некоторые женщины или мужчины преклонного возраста иногда этим злоупотребляют. Alors Doucia, sur cette deuxième question, est-ce que tu peux me dire, donc il y a l'hôpital privé en Russie et l'hôpital public comme en France. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est les différences entre ces hôpitaux en Russie? Доступ к государственной медицине есть у всех, независимо от города и района. То есть каждый в России имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Но поскольку человек может быть привязан к какому-то определенному городу и должен быть привязан, то когда он приезжает в другой город, то некоторые медицинские услуги для некоторых медицинских услуг ему нужно обращаться в частную. Собственно, that's all. Parfait. La troisième question, comment les citoyens russes ils accèdent aux soins médicaux en Russie? У нас есть одно приложение на телефон, оно также доступно с компьютера. У нас есть так называемое приложение госуслуги. Ты через госуслуги можешь и к врачу записаться, и там же получить доступ к своей электронной карте. У нас, в принципе, все сейчас доступ к медицине, он максимально децифровизирован. Но здесь важно, что я говорю про московский преимущественный опыт, потому что я родилась и живу в Москве. У нас есть приложение ЭМИАС, через которое мы и к врачу записываемся, и получаем доступ к карте и ко всем календарю прививок, если речь о ребенке. И, соответственно, там смотрим все назначения врача и какие-то результаты анализов. Ok. Et est-ce que c'est difficile d'obtenir un rendez-vous médical en Russie et comment ça se passe? Ты просто скачиваешь, после того, как ты получаешь ОМС, обязательный полис медицинского страхования, у тебя сразу есть возможность скачать приложение, это ЭМИАС, и ты, собственно, через него дальше все ведешь. Это несложно, ты просто записываешься к врачу и идешь к нему в назначенный день. Ты вообще не связываешься с бумажкой в принципе, и это очень удобно. То есть раньше такого не было. Это, мне кажется, появилось лет 10 назад. Ты получаешь назначение от врача, ты можешь получить там все в приложении, в общем, все назначения и все вот это
И дальше ты идешь, если тебе назначили какие-то лекарства, тебе могут их назначить бесплатно, и ты идешь в поликлинику, в аптеку и получаешь, показываешь QR-код. Ты можешь получить направление к другим врачам, ты идешь к другим врачам и показываешь там QR-код с направлением. То есть QR-код — это главное слово в нашей медицине с появлением вот этого приложения МС. То есть очень удобно, никаких вообще бумажек не нужно. Super. Et comment ça se passe? Ils sont répartis comment les hôpitaux russes, privés et publics? В каждом районе гарантированно, если мы говорим про Москву, это важно, в каждом районе есть государственная больница. Всегда. Государственная поликлиника это называется, не больница. Это немножко разное, потому что в поликлинику ты приходишь за помощью какой-то базовой зачастую. Если проблема серьезная, ты дальше направляешься в больницу. Я не знаю, как в других странах, но вот у нас такое дело. И, соответственно, насчет частных, если говорить про Москву, опять же таки, то частных тоже в Москве клиник очень много, и ты можешь действительно пойти в частную, можно спросить, зачем нужны частные поликлиники, если у нас такие хорошие государственные. Но порой бывает такая ситуация, что или в государственные не могут решить твой вопрос, или у тебя есть какой-то свой хороший, проверенный, надежный врач в частных поликлинике, или вообще у тебя вопрос, например, если говорить про детскую медицину, немножко эту тему затрону, когда у нас родилась дочка с мужем, мы вообще скачали приложение Яндекс.Здоровье и обращались к врачам платно, но по телефону в любое время дня и ночи. Там была такая функция. Это очень полезная функция, потому что порой, когда ребенок рождается, только ты не знаешь вообще, что происходит с ним, и какие-то вещи, которые обычно происходят с ребенком нормальные, тебе кажутся чем-то сверхъестественным. Поэтому ты звонишь такому врачу, и он тебе подсказывает, что нужно сделать, как помочь. Une autre question. Comment fonctionne le système de santé pour les enfants en Russie? Для детей. Вот это мой любимый вопрос. Я вообще не пользовалась практически государственными поликлиниками до рождения ребенка. И когда, то есть я особо по врачам не ходила, у меня была привязка к государственной больнице, да, когда я родилась, у меня она и привязалась к этой поликлинике. Когда у меня родился ребенок, мы привязали ее к поликлинике, прикрепили ее к поликлинике и ходили на какие-то обследования. Нам звонил врач и говорил, вот у вас такое-то обследование запланировано тогда-то. Или нам приходила смс-ка, вот у вас такая-то прививка запланирована вот в такое-то время. И мы пошли в нашу поликлинику, она оказалась вообще прекрасной. Если говорить про очереди, то мы не ждали вообще, то есть поскольку все это цифровизировано, ты знаешь, во сколько у тебя прием, во сколько у тебя врач. И нам, не знаю, может быть, нам повезло, но у нас вообще в очередях не стоит. Вот. И, соответственно, когда у нас была ситуация такая аварийная, можно сказать, когда нам пришлось вызвать скорую, и мы вызвали скорую, она приехала через 9 минут. Не знаю, там вроде даже у них норматив 9 минут. Она приехала через 9 минут, быстро все сделали, там у Ариши было какое-то отравление или что-то в этом духе. Быстро все сделали, на следующий день нам дважды звонил врач и узнавал, как у Ариши здоровье. Вот это меня просто поразило, честно. С этим, когда я была ребенком, такого не было. Это сейчас стало со временем все работать слаженно. Но опять же таки, я не знаю, как в других регионах, честно. Может быть, Très bien. Et au niveau du système de vaccination, est-ce que il est obligatoire en Russie ou pas? En France, nous, par exemple, depuis 2018, on a un système de vaccination qui est quasiment obligatoire où on doit se faire injecter 11 vaccins. Il y a des parents qui sont pour, des parents qui sont contre, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Est-ce qu'en Russie, c'est une obligation d'être vacciné ou on laisse le choix aux parents? У нас мамы и папы делятся на два лагеря. Тех, кто за обязательную вакцинацию, и тех, кто вообще ребенка не водит в поликлинике и против любой вакцинации. Государство дает этот выбор.
Тем не менее, они все равно напоминают, что вот у вас такая-то вакцинация, ревакцинация. Тебе доступен весь этот большой календарь прививок, опять же таки в приложении. Тебе всегда напомнят, какую прививку делать, потому что вот когда у меня ребенок родился, для меня это было немножко страшно, потому что вакцин много, и тоже нужно как-то все это по календарю раскидать. Но мне просто не пришлось это делать, потому что мне звонили из поликлиники, напоминали, и в календаре у меня это было отлично. И что касается самих вакцин, у нас есть российские вакцины, советские вакцины хорошие, то есть разные вакцины есть, давайте так. Но у нас делают сейчас, в общем-то, вакцины от Sanofi, Pfizer, вот пока, слава богу, есть. То есть я знаю, что были после известных событий проблемы с поставками. Что касается вакцин, нам все по плану делали всегда. И если, что мне приятно сказать, что если есть вакцина советская, которая переносится плохо, и вакцина западная, да, французская, американская, которая переносится легче, тебе сделают американцию, несмотря на то, что там, западную, несмотря на то, что она, конечно, ее сложнее достать, чем советскую. Вот у нас буквально был такой случай, и нам сделали ту вакцину, которая легче переносилась. Alors, Lucia, est-ce que tu peux me dire comment fonctionne le système de santé ici, c'est-à-dire comment il est financé et est-ce que les citoyens russes ont une assurance santé comme en France? Вся наша государственная система здравоохранения финансируется государством, соответственно. Да? То есть у нас даже есть сайт, где можно зайти и посмотреть, сколько государство потратило на твое обеспечение, да, там лекарствами какими-то или услугами врачей. И у нас и роды тоже бесплатные, если женщина рожает, независимо, по-моему, даже там, ни от города, ни от национальности, если она рожает, ее обязаны принять в любой клинике в городе, в котором она оказалась. Вот. Другой вопрос про качество, да, то есть не во всех городах государственная медицина одинаково качественна, судя, опять же таки, потому что я слышала от своих друзей из других городов. Вот. Что касается медицины в Москве и того, как она финансируется, то вся государственные поликлиники и больницы, они все финансируются государством. Да, могут быть какие-то конкретные процедуры или конкретные лекарства, за которые нужно платить уже тебе как гражданину. Зависит от сложности того или иного случая. Но опять же таки, я здесь говорю как обычный человек, просто житель Москвы. Наверное, человек с медицинским образованием или с работающий в медицине, он мог бы, наверное, сказать, более детально разложить, как все дело финансируется у нас в стране. Vous avez vu, hein, c'est un peu quand même le même système d'assurance maladie que chez nous. Et c'est pour ça que moi j'ai été vraiment surpris en arrivant en Russie. Je pensais que la France était le seul système au monde, et c'est ce qui nous rendait unique. Et c'est pour ça aussi qu'on paye des taxes en France qui sont assez importantes, à avoir un système d'assurance maladie. Mais non, que nini. En Russie ça existe, ils ont ce système d'assurance maladie et les soins dans une grande partie de la généralité des soins dont ont besoin les Russes, c'est gratuit. C'est gratuit et même sur les médicaments, etc. Comme chez nous. Et j'étais vraiment très très surpris en arrivant de ce système-là. Et pourtant, ils payent moins de taxes que nous. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans leur système. Est-ce que tu peux me dire, Doucia, aujourd'hui, en Russie, quels sont les principaux défis auxquels le système de santé doit faire face en ce moment? Я бы хотела, наверное, здесь выделить несколько проблем. В первую очередь, это перебои в связи с санкциями, конечно, перебои с поставкой некоторых лекарств или вакцин. Есть такая проблема. Я с ней лично не сталкивалась, но примерно каждый второй, с кем я разговаривала про это говорит. Просто потому что санкции так на нас ложились, что мы, многие простые люди потеряли доступ порой к жизненно важным лекарствам и вакцинам. Это важно. Первое.
Вторая проблема – это то, что неоднородное качество медицины в разных городах. Опять же таки, да, про что я говорила, что люди в Москве действительно у нас, если посмотреть Инстаграм, запрещенная в России соцсеть, если посмотреть Инстаграм, можно увидеть, что жители Москвы настолько, значит, счастливы, рады нашей системе здравоохранения, что выбирают, значит, приятный аромат, который будет распыляться у нас в поликлиниках. Это не шутка, это правда так. И, естественно, в комментариях всегда, абсолютно всегда начинаются споры, что а вот у нас в городе, значит, не то, что, значит, какой аромат распыляется, у нас в городе нету там акушеров или нету чего-то другого. Я не думаю и не буду говорить, наверное, за другие регионы, но действительно такая проблема есть до сих пор. И в такой огромной стране очень сложно обеспечить однородное качество медицины. То есть оно стало действительно расти с годами, как минимум в Москве, потому что у нас даже еще 20 лет назад медицина была такая, что вообще мне родители говорили, что лучше мы не будем ходить. Сейчас все стало меняться к лучшему, это правда. Quels sont les récents développements ou réformes dans le système de santé en Russie? Ключевая реформа, конечно, то, что это цифровизация. То, что мы можем теперь записаться к врачу максимально быстро, да, там мы можем завтра записаться к врачу или даже сегодня я могу записаться к врачу, если у меня что-то случилось. Ну, это мы сейчас говорим не про скорую, а именно про поликлинику. В государственных поликлиниках, да, у тебя может быть не такая быстрая скорость, хотя там записи к врачу, то есть, может быть, он тебя примет в среду, там, а не в понедельник, но с большой вероятностью ты действительно сможешь записаться в ближайшее время. Ну и само собой, если ты в частном хочешь записаться, то ты вообще можешь хоть через час записаться и поехать, если у тебя что-то случилось. Такое часто случается, там с зубом что-то случилось, муж у меня сразу поехал через час и ниже. Я вот в Москве скорость обслуживания, скорость медицинского обслуживания, она очень шустрая. Est-ce que tu peux partager avec nous une anecdote personnelle qui t'est arrivée justement dans le système de santé en Russie? История следующая. Значит, что надо понимать? Мы немножко, естественно, избаловались, наше молодое поколение, живущее в Москве, немножко избаловалось тем, что у нас медицина такая вся свободная, доступная и такая классная, что я даже на роды составляла чек-лист, значит, как у меня должны пройти роды, и значит, что все врачи должны меня, значит, там вокруг меня бегать, и все это, значит, чтобы все было вот именно так, как я запланировала. И настолько, что я даже мужа попросила на роды принести свечки. Это обычная, вроде бы даже обычная такая история. Сейчас современная, что женщины приносят разного рода свечки на роды, выключают свет и там наслаждаются жизнью. Вот. Но мои врачи испугались, потому что они увидели свечки и сказали, что может сработать пожарная тревога. Я не скажу, что это анекдот, но это просто была очень смешная история, потому что все вокруг нервничали и все было очень волнительно. Но тот факт, что мы еще и свечки притащили, и музыку какую-то нежную там включили, это, конечно, врачей немножко так нас всех встрясло и потом позабавило. В общем, пришлось рожать без свечек. Ну, ничего страшного, пожарная тревога, пожарная безопасность прежде всего. Вот такая история. Спасибо за anecdote. Ну, это не анекдот, но история смешная. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à une personne qui vit en Russie sur comment utiliser le système de santé russe? Ну, если говорить про московскую медицину, то однозначно я бы советовала не бояться сейчас государственных больниц, потому что они действительно растут и преображаются. Что касается, ну вот, в общем-то, и в целом можно сэкономить просто денег, да, то есть мы не уверены, что частная медицина будет лучше, чем государственная. Я не могу быть в этом уверена. Вот. И
Поэтому я бы советовала, прежде чем сразу идти в частную, как многие у нас делают жители Москвы до сих пор, все-таки попробовать сходить в государственную поликлинику, и после этого уже, если врач не поможет, идти в частную. 21. Будущее. Comment tu vois l'avenir du système de santé en Russie? Est-ce que tu trouves qu'il est sur la bonne voie, que ça s'améliore et que il va y avoir toujours plus d'amélioration ou pas? Окей. Я очень хочу, чтобы у нас качество медицины государственной в первую очередь выросло, было хотя бы примерно на одну, потому что я знаю действительно, что в Москве оно значительно лучше. И, наверное, такое, если говорить про светлое будущее, то было бы здорово, если бы все регионы всех стран были подключены к единой системе здравоохранения, и в общем, все граждане, все люди получали одинаково хорошее качество услуг, если мы говорим о государственной медицине. Про частную тоже, но государственная, на мой взгляд, требует лучше. Top. Et dernière question pour finir, Dosia. Est-ce que tu penses qu'il y a des améliorations à voir dans certains domaines? Est-ce qu'il y a des changements que tu aimerais voir dans votre système de santé ou pas? Если честно, я очень хочу, чтобы у нас был такой же доступ ко всем лекарствам, в том числе западным, как к российским. Я понимаю, что это невозможно сейчас в текущих условиях, но есть действительно препараты, которые получить очень сложно. Есть препараты, которые больше просто не завозят в Россию. И приходится людям, очень многим жертвовать, чтобы их получить, вплоть до жизни. Поэтому это, наверное, главное изменение, на которое я просто очень надеюсь. Потому что это несправедливо. Но о справедливости, понятно, можно говорить очень долго. Поэтому просто главное изменение, которое бы я хотела, это иметь свободный доступ ко всем вакцинам, препаратам и каким-то медицинским благам. Все. Спасибо большое. Спасибо. La interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir de te recevoir sur ma chaîne. Écoutez, j'espère en tout cas que dans cette vidéo, que ce soit pour les Russes, c'est bien sûr intéressant toujours de voir comment fonctionne votre système de santé pour ceux qui ne sont pas à la pointe, et pour tous nos Français qui regardent la vidéo, de comprendre que le système de santé en Russie est en grande amélioration, que les hôpitaux ont vachement évolué, puisque moi aussi c'était une de mes grandes craintes en arrivant en Russie. J'entendais en France le système de santé en Russie n'est pas au niveau de ce qu'on a en Europe, et finalement ils ont vachement rattrapé leur retard, peut-être même pour surpasser dans pas mal de domaines notre système de français, autant sur la qualité du service et surtout sur la rapidité du service. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est Besplatna, donc quasiment gratuit dans tous les secteurs. Si vous avez aimé ce contenu, vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça me donne de la force pour toujours vous ramener de plus en plus de sujets. À bientôt les gars, ciao.